Не готовьте картошку, пока не посмотрите этот рецепт. Мой муж готов есть эти зразы из картошки каждый день. Друзья, сохраняйте рецепт, делитесь с друзьями. Я уверена, что этот рецепт из картошки действительно станет вашим любимым. Так что сохраните сразу, чтобы не потерять. Я разбиваю в миску 2 куриных яйца и хорошо перемешиваю при помощи вилочки или при помощи венчика. Яйца перемешали, пока отставим в сторону и займемся картошкой. Мне понадобится 1 килограмм картофеля. Картошку я нарезаю. Этот рецепт из картошки настолько простой и настолько вкусный, что понравится всей вашей семье. Поэтому обязательно досмотрите до конца, и вы тоже вместе со мной сможете сегодня на ужин приготовить эту вкуснятину из картошки. Все делается очень просто. Ингредиенты для рецепта нам понадобятся самые простые. Кстати, все ингредиенты я всегда оставляю для вас в описании под видео, поэтому обязательно загляните. Нарезали картошку и отправляем картофель в кастрюльку. Блюдо получается настолько вкусным, что я сразу рекомендую готовить двойную порцию. Заливаем картошку водой и отправляем на огонь. Варим около 15-20 минут до полной готовности, до мягкости картофеля. Картошку можете посолить сразу, а можете в конце приготовления. Здесь как вы больше привыкли. В процессе приготовления я поделюсь с вами некоторыми секретами, чтобы зразы всегда получались у вас с первого раза, даже если вы новичок в их приготовлении. А пока для приготовления зразов мне понадобится 1 репчатая луковица среднего размера. Я разрезаю луковицу пополам и мелко нарезаю. Будем готовить зажарку, которую потом добавим к картошке, и зразы получатся благодаря зажарке еще более нежными, воздушными и очень-очень вкусными. Мелко нарезали лук. Можно лук порубить еще чуть-чуть помельче, чтобы он был совсем маленькими кусочками и практически растворился в начинке. Сковородка с маслом уже разогрелась, и теперь отправляем нарезанную луковицу на горячую сковородку. Обжариваем лук буквально 2-3 минутки на среднем огне. Слишком сильно зажаривать не нужно. А пока жарится лук, натрем на терке 1 среднюю морковку. Морковка, конечно, придаст не только вкус, но и красивый, золотистый такой слегка оранжевый цвет. Получится очень-очень вкусно. Смотрите, морковку я уже натерла, отправляю морковь к обжаренному луку. И обжариваю еще буквально пару минут на среднем огне. Приправляю по вкусу солью и добавлю немного черного молотого перца. Вы можете добавить еще каких-то немножечко приправ, пару щепоток, но я обойдусь только солью и перцем. Все, зажарка уже готова, и картошка полностью сварилась. Добавляю немного соли, я добавляю в самом конце. Как я уже говорила, соль вы можете добавлять либо в начале приготовления, либо в конце, по вашему желанию. И проверяю картошку на мягкость. Отлично проварилась, это важно, чтобы картошечка хорошо разварилась. Теперь воду с картофеля сливаем. И отправляем картофель в миску. Достаточно большую, чтобы вам удобно было размять картошку и приготовить из нее мягкое и нежное картофельное пюре. В картофельное пюре ни в коем случае не добавляйте молоко и другие ингредиенты. Сейчас я вам все покажу. Готовьте прямо по рецепту, следуйте моим инструкциям, и тогда у вас обязательно получатся идеальные зразы, которые не разваливаются и прекрасно держат начинку. Я добавляю к картофельному пюре зажарку и также нарезаю небольшой пучок любой зелени. Это может быть петрушка или укроп, на ваш выбор. Зелень достаточно мелко нарезаем. Друзья, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, какие блюда из картошки вы любите больше всего. Какие блюда для вас самые любимые.
Я больше всего люблю и предпочитаю рецепты, которые готовятся не больше 30 минут, потому что ужин за 30 минут из картошки, да если он еще и вкусный, это просто мечта каждой хозяйки. Уверена, что вы тоже любите и предпочитаете, выбираете такие рецепты. Я мелко измельчила петрушку и добавляем петрушку к картофельному пюре. Теперь нам понадобятся яйца, 2 яйца, хорошенько перемешали и тоже вливаем в картофельное пюре. И это первый и самый главный секрет успешных зраз из картошки, которые не распадаются. Если вы просто сделаете картофельное пюре, но не добавите в него яйца, то, скорее всего, зразы разлезутся и расползутся, когда вы будете их жарить. На сковородке вся начинка из них вытечет. Я добавляю также в тесто обязательно примерно 5 столовых ложек муки, буду смотреть по консистенции, и муку буду добавлять, подсыпать немножечко в процессе приготовления, формирования картофельных котлет. Вот такое тесто получилось. Еще один секрет: обязательно уберите тесто в холодильник минут на 30, чтобы оно хорошенько охладилось перед тем, как мы начнем жарить зразы и формировать. Теперь я быстренько приготовлю начинку. Начинка может быть абсолютно любая, на ваш выбор. У меня сегодня очень вкусная и нежная начинка из курочки с грибочками. Для начинки я нарезаю 1 репчатую луковицу и поставила разогреваться уже сковородку со сливочным маслом. Вы можете жарить лук как на сливочном, так и на любом растительном масле, на ваш выбор. Нарезанный лук отправляю на разогретую сковородку и обжариваю буквально 2-3 минутки, слишком долго тоже зажаривать не нужно. Также для рецепта я выбрала куриное филе. 1 куриное филе нарезаю небольшими кусочками, такими маленькими кубиками. Размер кусочков курицы по вашему желанию. Как я уже говорила, начинка для этих картофельных котлеток может быть абсолютно любая. Картофельные зразы – это универсальное блюдо, которое позволяет экспериментировать с начинками. Классические варианты и более необычные сочетания продуктов позволят вам каждый раз создавать новые вкусы и, по сути, новый рецепт. Классическая начинка для зразов – это мясной фарш. Готовится из свинины, говядины, можно приготовить из курицы или их сочетание, их комбинации. Также вы можете добавить в фарш лук, чеснок и специи для более насыщенного вкуса. Я нарезала курицу и отправляю ее обжариться к репчатому луку. Обжариваю курицу в течение буквально 5-7 минуток, тоже не слишком долго. Куриное филе, куриная грудка готовится очень быстро, за считанные минуты. И пока обжаривается курица, я нарежу грибы. Я сегодня выбрала для этого рецепта шампиньоны. В принципе, грибы вы тоже можете брать абсолютно любые, те, которые любите. Даже можете взять лесные грибы, получится начинка еще более ароматной и вкусной. Поэтому вкус грибов тоже значительно повлияет на вкус вашей начинки. Какие еще есть начинки для картофельных зразов? Это яйцо с зеленым луком. Вареное яйцо, мелко нарезанный зеленый лук, соль, перец по вкусу. Тоже очень простая и вкусная начинка. Отправляю нарезанные шампиньоны к курочке и обжариваю еще буквально 5 минут. Также я хочу сюда добавить для нежности буквально полстакана 100 мл сливок. Сливки у меня 30% жирности. Если добавите менее жирные сливки, просто чуть-чуть дольше потушите, чтобы жидкость, лишняя влага испарились и начинка не получилась слишком водянистой. И по вкусу приправляю солью и черным перцем. Вы можете по своему желанию добавить какие-то еще специи для этой начинки, но я обойдусь сегодня только самыми основными базовыми специями, солью и черным молотым перцем. Все. Посмотрите, вот такая очень нежная, вкусная начинка для зразов у нас получится. Перекладываю начинку в миску, чтобы она быстрее остыла. И я хочу добавить сюда
Вот такая вот нежная, посмотрите, очень вкусная. И аромат стоит просто потрясающий, так вкусно пахнет грибочками. И я хочу добавить в эту начинку немного сыра. Грамм 100-150 сыра натираю на терке. Я сегодня для рецепта выбрала сыр моцарелла. Вы можете взять любой сыр, который легко плавится. Натертый сыр отправляю в начинку и все хорошо перемешиваю. Все уже полностью готово, друзья, скоро будем формировать наши зразы. И еще один вариант начинки для зраз, расскажу вам о нем, это овощной вариант, самый простой, самый доступный, тушеная капуста с луком и с морковкой. Получается тоже очень-очень вкусно. А я посыпаю доску мукой. Спасибо, друзья, что смотрите мой канал. Я признательна каждому из вас за ваши теплые слова и комментарии. Набираю немного картофельного теста. Как я уже говорила, тесто желательно из картошки, тесто желательно охладить перед тем, как вы будете формировать зразы. Это очень важный секрет, чтобы зразы у вас получились и не расползались во время приготовления. Делаю небольшое углубление и выкладываю сюда начинку. И теперь аккуратненько защипываю края, закрываю картофельным тестом нашу начинку из курицы с грибами. И вот так вот защипываю. Стараюсь, чтобы вся начинка оказалась внутри, ничего не вываливалось. Все делаем аккуратненько, очень нежно, сильно не прижимаем. И еще один секрет. Картофельного теста должно быть достаточно много, чтобы оно было, чтобы зразы получились такими толстенькими, потому что картофельное тесто должно удержать эту начинку внутри и не развалиться во время приготовления. Теперь сметаем излишки муки, можно это сделать при помощи кисточки. И я сразу же подготовлю доску, посыпаю доску мукой и на нее выкладываю готовые сформированные зразы. Вот такая вот красота получается. Набираю еще примерно 2 столовых ложки картофельного теста на одну зразу. Хорошенько подпыляю мукой, чтобы ничего не прилипало. Также очень важно сорт картошки, который вы подберете для приготовления картофельных зразов. Выбирайте картошку, которая не разваливается слишком до состояния пюре. А также картошку можно для зразов приготовить, сварить в мундирах, потом очистить и просто приготовить картофельное пюре из картошки, сваренной в мундирах. Добавляю начинку. И еще раз аккуратненько формируем зразу. Посмотрите, руки я хорошенько обваливаю в муке, чтобы ничего не прилипало. И действительно, ничего не липнет, зразы формируются просто отлично. Вот такие симпатичные, очень вкусные картофельные пирожки, котлетки. А я напоминаю вам, что вы на канале «Готовим дома». С вами Олеся. Обязательно подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые вкусные видео. Вот таким вот образом, лопаточкой или ложкой, или просто руками со всех сторон вот так вот простукиваем котлетку, чтобы придать ей красивую форму, аккуратную. И излишки муки немножечко сметаю кисточкой, чтобы картофельные котлетки не горели во время жарки. Все уже готово, друзья. Ставим разогреваться сковородку с растительным маслом. Масло для приготовления картофельных котлет можете выбирать любое на ваш вкус. Любое растительное масло подойдет. Разогрела сковородку и на горячую сковороду выкладываю зразы. Обратите внимание, чтобы огонь был средним, умеренным, чтобы картофельные зразы могли хорошо подрумяниться, но при этом не подгорели, и чтобы тесто полностью дошло до готовности. Жарим примерно около 5 минут. И не забываем проверять, как только снизу корочка станет румяной и золотистой, переворачиваем зразы. А пока они жарятся, давайте с вами быстренько приготовим минутный соус, который идеально подходит к картофельным котлеткам. Самый быстрый соус, который я знаю, и очень часто его готовлю. В миску кладу
4 столовых ложки сметаны. Сюда же нарежу немножечко зелени, на ваш выбор, у меня укроп. И приправляю солью и черным молотым перцем. Также натру сюда чеснок. 1 зубчик будет вполне достаточно. Хотя чеснок добавляйте, конечно, по вашему вкусу. Сейчас он очень актуален, чтобы вы были здоровы и не болели. Берегите себя, дорогие друзья. Все хорошо перемешиваем, и соус картошки полностью готов. Отставляем его в сторону, пусть дождется, когда приготовятся наши вкусные, аппетитные, румяные картофельные котлетки. Посмотрите, вот такая красота. Аккуратно переворачиваем. Вау, это так вкусно, так аппетитно, красивая золотистая корочка. Они такие нежные, такие вкусные, друзья. Я вам от всей души рекомендую приготовить. Это просто какое-то картофельное чудо. Ужин, который покорил точно весь мир. Этот рецепт наших бабушек, которые готовили его в свое время из самых простых продуктов. И, конечно же, я уверена, что вы с удовольствием приготовите эту вкуснятину на вашей кухне. Обжаренные зразы обязательно выкладываем на бумажные полотенца, чтобы впитались излишки масла. И продолжаем жарить, пока не пожарим все картофельные котлетки. Посмотрите, вот такие идеальные, румяные, вкусные они получаются. Ничего не подгорает, никакая начинка никуда не убегает, все просто супер. Поэтому давайте я вам еще раз напомню маленькие секретики наших бабушек, которые позволят вам приготовить такие же вкусные, нежные и аппетитные зразы. Еще раз напоминаю, что очень важно сорт картофеля, чтобы он не разварился в картофельное пюре. И можно отварить картошку в мундирах, затем приготовить точно так же картофельное пюре из нее. Также обязательно добавляем яйцо, оно связывает ингредиенты, без яйца зразы могут не получиться и растекаться на сковороде. Также, если зразы у вас плохо держат форму, возможно, вы добавили недостаточно муки. Можно также дополнительно зразы обвалять в панировке, это тоже позволит им держать форму. В пюре картофельное не добавляйте молоко, делайте все по рецепту, и у вас, друзья, обязательно все получится. Посмотрите, вот такая вот красота получилась. Еще, кстати, не забудьте, зразы обязательно делаем толстенькими, потому что им нужно внутри удержать начинку. Вот такие вот румяные, аппетитные, очень вкусные. Уже не терпится попробовать, и я уверена, что вы сохранили рецепт, поделились им с друзьями, чтобы не потерять. Давайте разрежем наш картофельный пирожок и посмотрим, какой он внутри получился. Вау, это такая вкуснятина, просто неописуемая. Сверху обильно смазываем нашим сметанным соусом минутным и уже не терпится съесть этот кусочек. Это бесподобно вкусно, друзья. Готовьте на здоровье, подписывайтесь на канал, делитесь рецептом с друзьями и пишите комментарии. Я рада видеть каждого из вас, поэтому давайте готовить вместе. У меня для вас много вкусных, быстрых, простых и полезных блюд из картошки и не только. Быстрые и вкусные ужины за 30 минут – это ко мне. Напоминаю, что меня зовут Олеся, вы на канале Готовим дома. Готовим дома – это лучший канал с проверенными рецептами, которые вас никогда не подведут. Ну что ж, приятного вам аппетита, дорогие друзья, и скоро увидимся!